Всем привет! Добро пожаловать на канал Вот Тебе И. Сегодня второй день нашего пребывания в Китае, город Шанхай. Сегодня вы увидите, даже в первый поезд мы сейчас не сели. Перед нами теперь есть люди, хотя мы пришли вот прям реально самые первые. Царева дворца, царева дворца. Хлеба не хватает столичного. В отличие от той же вот Джакарты, там этот звук, конечно, постоянно. Вот, сейчас у нас цель приобрести сим-карту. Ты все успел прочитать? Конечно. Самый большой в Китае Starbucks. Пытались сейчас вот в магазине спички купить, ну, конечно, такого нету. Сейчас уже 8 часов 20 минут. Начинаем ролик с того, что идем в сторону метро. Очень сильно торопимся на одно очень интересное событие. Потому что надо прибыть к определенному времени, чтобы успеть подготовиться. Народу, конечно, в утреннем метро полным-полно. Даже в первый поезд мы сейчас не сели. Сейчас проехали 3 остановки, сейчас на пересадочном узле. И отсюда уже сядем на поезд, который нас будет вести до пункта назначения. Будем ехать долго-долго. Мы приехали на станцию Вэншуй Роуд. Здесь нас ждет, значит, сборы, переодевание в специальные костюмы. И все это для обеда, как ни странно. Здесь традиционная китайская кухня подается в очень, значит, красивой манере. Вот, все так традиционно, чинно и благородно будет выглядеть. Стоило это, прайс будет вот такой, поэтому приступаем. Вот неожиданно стало много людей. Буквально вот 10 минут назад мы сели на эти вот стулья посидеть, подождать, потому что нам написали к 9:30 сюда надо прибыть. Никого здесь не было, свет тут еще не везде горел, в общем, было темновато. Вот, мы даже застали тут утренние смотры всех этих, в общем, кто тут работает. Буквально за 10 минут набежало немереное количество людей. Перед нами уже вот стоят люди в очереди на переодевание. Вот они, да, вот люди стоят уже на переодевание. И получается, перед нами теперь есть люди. Хотя мы пришли вот прям реально самые первые. То есть, чтобы успеть и стать прям первым в очереди, надо стоять вот там около прямо стойки. И, значит, никого вперед не пропускать. Прям вот стоять в Грузию. Ну, жена там уже оформляется. Сейчас мы оформим все билеты, подтвердим и тоже встанем сюда на переодевание. Так, в общем, мы уже встали в очередь, уже стоим. Вон там уже люди выбирают одежи. Вот, нам выдали такие вот деревяшечки. Значит, квадратненькие это на одежи. А вот такие вот круглые, они для макияжа. Макияжем у нас будут 2 награжденные, поэтому их дали 2. Окей. Образ для императорского банкета подбирается в стиле династии Тан. Эта династия считается культурным, золотым веком Китая. Костюмы соответствуют духу того времени, а девушки-мастера создают прическу и макияж под выбранное платье. Персонал, как и во многих местах в Китае, не говорил по-английски, но с переводчиком на телефоне это не проблема. Царева дворца, царева дворца. На трон села, на трон села. Царь во дворца, царь во дворца. Ходи то, делай сюда, царь во дворца.
Ну вообще, конечно, у тебя прикид. Тем же самым подобным мы занимались в Корее. И в Японии тоже в кимоно наряжались. Вот. В Корее это были ханбоки. Кстати, кому интересно, у меня в Инстаграме очень все подробно расписано в актуальном, в кружочках Корея, там все города, которые мы посетили, и в Осака, и в Японии в целом. Наше все путешествие, вот я тогда еще блог не вел, я все в сторис выкладывал, и там очень много чего подробного, много чего интересного. Наше путешествие по Японии и Корее. Поэтому, если интересно, переходите по ссылочке в Инстаграм и переходите, смотрите, какое у нас было путешествие в эти две интересные азиатские страны. Если выбираете тариф только с костюмом, как мы с дочкой, то сборы пройдут довольно быстро. Если же захотите прическу, макияж, то потребуется больше времени. Все этапы сборов проходят очень организованно. Персонала много и ждать долго не пришлось. Но приезжать все равно лучше пораньше, чтобы вы могли выбрать себе лучший костюм или платье, и осталось не меньше часа для фотосессии. Ну, в общем, мы экипировались, там какое-то безумие происходит в помещении, где всех украшают. Мужчины достаточно быстро всех одевают, в принципе, только одежда, головной убор, и все готовы. Мужчины только сидят и ждут. Поэтому, если хотите выбрать лучшие одежды, то, конечно, лучше заранее приходить, потому что у девушек есть, в общем, конкуренты среди мужской части, которые приходят, вот тоже имейте в виду. Но это смело, это достойно уважения, сделать так, как ты хочешь, и достаточно, там даже помогли ему пофотографироваться. Но в целом наши девушки тоже красиво оделись. Уже вот удивительно, мы быстренько с утра позавтракали, чтобы сюда вот в течение часа мы сюда где-то час с лишним ехали. И все утро, и вот полдня идет подготовка к обеду. Вот такое интересное времяпрепровождение у нас сегодня. Так что ждем, когда начнется само, так сказать, уже представление и обед. Дао 好的，这边请。对，各位，诸位贵客，上午好！欢迎各位来到妙游盛唐夜的展览现场。花椒微生根，海参明代以前称其为土。 В общем, начинается большая раскладка блюд на экране, а точнее на тарелке. Было показано, значит, как готовили, а закадровый голос говорил, значит, историю этого блюда. Вот. Сейчас нам принесут суп, и мы попробуем, так сказать, традиционное явство. Очень вкусно. Очень вкусно. Вкусный суп. Хлеба не хватает столичного.
какая-то жидкость, компотик какой-то. Да, это компот. Густой такой, густенький. Очень много всего произошло. Очень много блюд принесли, порядка, наверное, 7-8 блюд принесли. Здесь вот есть возможность посмотреть всю программу. Таким образом она выглядит. 获奖的大人是哪位呢？哎呦，6个，到您身上了，对。В общем, вот такое представление. Мы посмотрели, мы поели, мы удивились. В общем, было очень красиво, вкусно и красочно. 2 часа оно длилось. Очень. Хотя по программке 90 минут должно быть, 1,5 часа. Ну, в общем, очень эффектное. Всем советую на нем побывать. В общем, все. Мы вышли с этого замечательного заведения. Все было вкусно, все было едабельно. Острова только вот там в одном блюде прям перчик такой красненький сверху лежал. Его просто в сторону отложили, и все нормально. А в другом вот прям напоследок я съел устрицеобразное, и сверху вот был посыпан что-то такой острая какая-то приправа. Ну вот, но тоже нормально. Чаем запил. Чаю всегда подливали, там чайничек стоял на свечке. Всегда был свежий чаек, горячий. И такие маленькие кружечка такая маленькая. Вот, на глоточек на 2. Вот, а мы направляемся в следующую локацию. Следующая локация у нас будет храм. Путь наш с собой займет примерно час. Вот, а кстати, насчет тротуаров и малого пространства в центре, вот, в некоторых местах, вот как здесь, организовано таким образом, что пешая зона отдельно, а зона для велосипедов и этих электроскутеров, которые ездят, они отделены вот таким заборчиком. И, соответственно, нет никаких проблем о том, что, ну, в общем, не пересекаются пути пешеходов и вот этих вот скутеров. Вот они. Кстати, я не заметил тут ни одного скутера с двигателем внутреннего сгорания. Здесь только, видимо, ну, все электрические и велосипеды. Все тихо, в отличие от той же вот Джакарты. Там этот звук, конечно, постоянно. Там скутеров этих вот с двигателем очень много и значительно шумнее, чем здесь. У нас такая эстакада. Мы под ней идем. Очень футуристичненько выглядит. Вот. А, как видите, тут даже уборщики вот ездят, да, на таких вот электрических тележках. Да. Очень классно. Вот. Так что все, возвращаемся мы обратно на станцию и едем обратно в центр города Шанхай. 1 hour later. Так, ну в общем мы приехали. В центр города добрались. Сейчас пойдем в храм. Кстати, вот тут я только что рассказывал про отсутствие двигателя внутреннего сгорания на мопедах. И вот такой вот спортивный байк стоит, тарахтит. Вот. Но вполне возможно, что... Да, но вполне возможно, что может он как-то подоцвел, он там непонятно какие требования. Ну вот, встретился один такой, это первый, наверное, вот за второй день первый, который попался с такой. В основном электрические ездят, очень прям, они прям все тихонькие такие, только вот колеса слышно, как они вот проносятся мимо, а как двигатели работают, совсем такого не встречал. Вот, так что вот, в общем, еще пару шагов, и мы уже на месте. Храм нефритового Будды был построен в 1882 году. Свое название он получил благодаря 2 статуям Будды, вырезанным из цельного белого нефрита. Эти статуи были перевезены монахом из Бирмы, и именно ради них появился этот храм.
Выглядит он как типичный китайский храм с изогнутыми крышами, черепицей и внутренними дворами. Все построено в традиционном стиле и выглядит очень гармонично. Территория с большим количеством уютных коридоров, зданий и дворов. В каждой из небольших зал и павильонов стояли Будды или божества, к которым периодически подходили молящиеся. Также на территории были замечены каменные оттиски с текстом из буддийских книг. При помощи специального полотна, краски и деревянного молотка, обитым тканью, можно было себе сделать копию писаний. Но мы не стали на этом задерживаться, так как пришли в храм ближе к вечеру и хотелось как можно больше погулять по нему и как можно больше увидеть. Так, гуляя и заглядывая в разные уголки комплекса, мы добрались до главного двора, в котором располагалось главное здание храма. Мы не отказали себе в том, чтобы зайти туда и насладиться его убранством. Мы провели там некоторое время. Внезапно зал начал наполняться монахами. Они стройными рядами вошли в зал в желтых одеяниях, и перед нами развернулась вечерняя служба. Пение сутр и спокойный ритм обряда наполняли зал. Храм действующий, и нам было особенно приятно оказаться здесь во время службы, увидеть, как все происходит по-настоящему. Да, ну вот мы на территории этого храма, очень красивая территория. Здесь, естественно, много помещений, много павильонов, где стоят Будды, и не по одному. Вот. В главном части храма сейчас идет служба, которая вот, да, неожиданно так вот началась. Вот, обратите внимание, кстати, вот хотел рассказать. Есть же вот китайская и корейские, вот. И если не присматриваться, то покажется, что архитектура храмов может быть достаточно похожа. Вот. Но есть некоторые элементы, это можно выяснить по форме вот края крыши вот этого козырька. Если он имеет вот такую ровную полосу, вот такую ровную, вот, это значит китайский храм. А если она корейская, она была бы полностью вот такая изогнутая, не было бы там прямых частей, потому что религия и направление буддизма корейского, она более направлена в сторону природы, а в природе ничего не бывает ровного, потому что ровность это вот что-то вот такое придуманное человеком, грубо говоря. Ну вот, поэтому в корейской, если вы посмотрите в корейской архитектуре подобные храмы, вот, то у них вот этих вот ровных вот таких частей нет. И оно вот везде присутствует, на любом уровне, везде эти ровные полосы. И таким образом вы можете различать архитектуру, какого она течения, китайского или же корейской религии. Также на территории встречались и мохнатые обитатели. Они спокойно лежали во дворах, добавляя месту еще больше ощущения уюта, спокойствия и гармонии. Храм нам очень понравился. Сочетание ухоженных дворов, множество украшенных залов, небольшое количество людей и монастырская атмосфера оставила нам от посещения только приятные впечатления. Так, ну в общем все, мы ушли с храма. Очень красивый храм, замечательный. Вот, сейчас у нас цель приобрести сим-карту.
потому что без местной сим-карты вы многие билеты во многие места не сможете приобрести, ну и вообще, естественно, с китайским номером намного будет проще. Сейчас расскажу по расценкам. От посещения данного центра у нас остались смешанные чувства. Сейчас расскажу все по порядку. Во-первых, у информационной стойки перед нами влез китаец, пока мы писали консультанту вопрос-переводчик, и отвлек его на добрых пару минут. Мы, почитав про себя мантры из только что посещенного храма Нефритового Будды, все же обратили на себя внимание, так и добились, чтобы нам выдали талон с номером очереди в общем зале. К слову, выглядел он вот так. И мы пошли в основную часть центра. В целом, пространство салона казалось современным и ухоженным, но были места, которые выглядели немногим лучше талона для очереди. Через несколько минут ожидания консультант пригласил нас в отдельную кабинку. Он немного говорил по-английски, но все равно пользовался переводчиком на телефоне. Нам предложили специальные туристические тарифы. Был недорогой вариант за 70 юаней, он был рассчитан на неделю, с 100 минут звонков и 30 гигабайтами интернета. Но самый подходящий для нас вариант стоил 100 юаней, 15 дней действия, 50 гигабайт интернета и 200 минут на поболтать. Его и взяли. Эти тарифы созданы специально для туристов, и после окончания срока сим-карта просто перестает работать. Как я уже говорил в предыдущем видео, в аэропорту цены были заметно выше, так что мы не зря зашли именно сюда. Тарифы здесь оказались действительно выгоднее. После того, как мы выбрали нужный тариф, консультант сбегал, в прямом смысле этого слова, за сим-картой и попросил расписаться на планшете. Нужно было просто написать свое имя, чтобы подпись потом автоматически поставилась в электронный договор. Этакий хай-тек на твоих глазах, в отличие от талона на очередь. Так что договор мы подписали удобно и как нельзя, кстати, быстро. Оплачивали сим-карту через Alipay, быстро и без комиссий. Ты все успел прочитать? Конечно. Сим-карта шла без пластикового держателя. В комплекте была только отсканированная на черно-белом принтере бумажка с инструкцией и правилами. Сразу же в зале мы вставили сим-карту в телефон. На всякий случай прямо там проверили работу свежего приобретения, попробовав зарегистрироваться на сайте, связанном с одним местом, о котором я вам расскажу в одной из следующих серий. Поверьте, там будет на что посмотреть, так что не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Регистрация прошла успешно, все сообщения пришли, сим-карта работала без нареканий. И мы выдвинулись в сторону дома, не догадываясь, что сегодня мы посетим еще как минимум 2 знаменитые локации в Шанхае. Так, ну, в общем, мы доехали несколько станций метро, оказались в центре. Рядом здесь, значит, вот знаменитый луи-виттоновский кораблик. Такой вот. Мы здесь. И Starbucks. Самый большой в Китае Starbucks. Сейчас мы в него зайдем. Называется он Starbucks Reserve Roastery Шанхай. Когда его открыли в 2017 году, он был самый большой Starbucks на планете. Его площадь 2700 квадратных метров. Здание по форме напоминает кофейное зерно. И интерьер тоже создает ощущение, будто вы находитесь внутри гигантского зерна кофе. Здесь в совокупности трудятся 400 сотрудников. В залах порядка 500 посадочных мест, и одновременно кофейня может обслужить до 1000 гостей. Кофе сюда привозят прямо в мешках, еще сырым. Зерна обжаривают, охлаждают и отправляют в гигантскую медную бочку длиной 8 метров и весом 4 тонны, украшенная более чем 1000 вручную выгравированных китайскими печатями. В этой бочке кофе созревает в течение 1 недели, после чего часть зерен фасуется в пакеты, а часть по трубам под потолком пересыпается в колбы к бариста, где они из него сразу и с удовольствием приготовят вам свежий кофе. Кстати, с этого огромного Старбакса кофе разъезжается и в другие города Китая. В общем, очень большой Starbucks, неимоверно просто. А там еще 2-й этаж наверху. На 2-м этаже располагается бар, где есть возможность заказать коктейли и кофе с алкоголем. Очень нестандартно и уникально для этой сети. Да и выбор еды здесь куда богаче, чем в обычных Старбаксах. Внутри, кстати, есть пекарня Принчи от итальянского пекаря Рокко Принчи. В меню кофейни заявлено более 80 блюд еды, в том числе и многими любимые круассаны. По ценам. Например, если есть желание здесь позавтракать,
то, допустим, кофе с сиропом и сэндвичем с красной рыбой вам обойдутся примерно в $20. В Китае до недавнего времени не было культуры кофе от слова совсем. А сегодня Шанхай является первым городом в мире по количеству кофеен. Только Starbucks здесь имеет порядка 600 кафе. В первую очередь, когда Starbucks входил на китайский рынок, ему, конечно же, нужно было адаптировать название. На китайском Starbucks Син Пак Хэ. Если разобрать название, то Син означает звезда, а Пак Хэ так называют баксы, доллары. Так что получилась некая отсылка к Америке. Потом перед брендом стояла задача приучить китайцев пить кофе, так как в Китае культура чая. Starbucks сделал акценты на чайные напитки. По сей день в китайском Син Пак Хэ огромный выбор чайных напитков, которые невозможно купить в другой стране мира. Также компания адаптировала свое меню, добавила такие десерты, как слоеное карри, лунные пирожные и традиционные печенья. После этого места я понял, что кофе можно не только пить, но и рассматривать как искусство. Главное, не смотреть на ценник, а то кофе может показаться чуть более бодрящим, чем хотелось бы. Есть вторая линия. Наконец-то мы ее нашли, потому что странно. В общем, навигатор. Мы вышли к этому вот кораблю Луи Виттон и Старбаксу совершенно случайно. Мы планировали сюда приехать, в принципе, посетить это место, но мы не планировали сейчас сюда проходить. Но нам навигатор прям показал, что надо на пересадке, мы пересаживались с линии на линию, что надо выйти на улицу, пройти вот снаружи и зайти вот в другой туннель, то есть через улицу. Такая получается пересадка. Вот, так что мы сейчас опять зашли в метро и уже выдвигаемся в сторону дома. A few moments later. Какой у нас, оказывается, красивая локация рядом с домом. Как красиво украшена улочка. Так, а мы доехали, значит, до дома, до района, где наш дом. Утром, кстати, интересная ситуация произошла, я еще спал в это время. У нас неожиданно перестал работать электроподжиг. Вот, но, в общем, ничего не нашли путного. Какой-нибудь зажигалки или спички в доме не нашлось. В общем, эта самая подруга вот сходила до охранника, эту территорию какую-то, где-то нашла какого-то охранника. В общем, он ей там полупустую зажигалку дал, вот, в пользование. Ну, в общем, пытались сейчас вот в магазине спички купить, но, конечно, такого нету. А на этом мы заканчиваем эту серию. Второй день в городе Шанхай, Китай. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите пару комментариев, что понравилось в сегодняшней серии и что, может быть, хотелось бы увидеть в будущем, потому что серий будет еще много. Все, серию на этом мы заканчиваем. Всем счастливо, всем пока.